Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Модератор пленарного заседания Александра Суворова. Добрый день. Рада вас приветствовать на пленарном заседании Восточного экономического форума. В этом году его тема звучит так: «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Владимир Владимирович, вы уже не единожды говорили о том, что приоритет на весь 21 век – это развитие Дальнего Востока. Что уже сделано, что еще предстоит? Как сегодня Россия выстраивает взаимодействие со своими коллегами по АТР и по региональным объединениям? Искать ответы и уверенно находить их мы будем вместе в ходе дискуссии. Но прежде, Владимир Владимирович, вам слово, прошу к трибуне подойти. Уважаемый господин Анвар Ибрагим, уважаемый господин Хань Чжэн, дамы и господа, друзья, я приветствую всех участников и гостей 9-го Восточного экономического форума. Россия и Владивосток уже по традиции в начале сентября принимает представителей бизнеса, технологических и научных команд, руководителей и ведущих компаний, органов власти, специалистов, экспертов, предпринимателей, которые проявляют интерес к российскому Дальнему Востоку, к тем действительно безграничным возможностям для созидания и взаимовыгодного партнерства, которое открывает этот уникальный район нашей страны. Как вы знаете, мы определили развитие Дальнего Востока, и вот наша ведущая Александра сейчас сказала об этом в качестве национального приоритета на весь 21 век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь. Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике. Тогда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на восток и глобальный юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты. И главное, как уже сказал, наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей. По сути, сегодня Дальний Восток, безо всякого преувеличения, стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны. Именно этой теме, образу будущего, посвящены около 100 мероприятий, панельных сессий и круглых столов нынешнего Восточного экономического форума. В целом, в мероприятиях форума принимают участие представители более 75 стран и территорий. Очень важно, что эти дискуссии сопровождаются предметным бизнес-диалогом, приводят к конкретным инвестиционным решениям и торговым договоренностям. Отмечу, что только на последних 3 форумах было подписано больше 1000 соглашений на общую сумму свыше 10,5 триллионов рублей. Словом, Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе своего выступления расскажу о некоторых дальнейших шагах в этом направлении, о наших предложениях зарубежным партнерам по укреплению инвестиционной, торговой, производственной, технологической кооперации на пространстве АТР. И, конечно, о результатах и намеченных планах в экономике, инфраструктуре, социальной сфере Дальнего Востока. В вопросах повышения качества жизни наших граждан, жителей этого региона.
Напомню, что с 2013 года была запущена принципиально новая стратегическая программа и система управления комплексным развитием Дальнего Востока. Этот подход доказал свою эффективность. За 10 лет в регионе запущены и готовятся к запуску более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов. Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке в 3 раза за 10 лет увеличились. И они в 3 раза выше среднероссийских. Результат этих вложений тоже наглядный. Работают около 1000 новых предприятий. Создано более 140 тысяч рабочих мест. Динамика промышленного производства в регионе с 2013 года превысила общероссийские темпы на 25%. Напомню, что сейчас на Дальнем Востоке действует 16 территорий опережающего развития и свободный порт Владивосток. Запущен преференциальный режим на Курилах, создан специальный административный район на острове Русский, где проходит наша с вами встреча. Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 триллионов рублей. Его резидентами на сегодняшний день стали более сотни компаний. Мы обязательно продолжим идти вперед. Будем постоянно улучшать деловой климат и в России, и в целом, и на Дальнем Востоке. В том числе будем применять в этом регионе более новые, эффективные подходы к взаимодействию и с иностранными инвесторами. Так, на прошлом Восточном экономическом форуме было объявлено о создании на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития. Они должны предлагать глобально конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов и, прежде всего, конечно, из дружественных стран. Первый международный тур предполагается создать здесь, в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Я прошу Государственную Думу и правительство Российской Федерации ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных туров. Дополнительным фактором для расширения работы с зарубежными партнерами должно стать еще одно нормативное решение, а именно с 1 сентября текущего года в нашем законодательстве предусмотрена возможность использования иностранных стандартов в проектировании и строительстве. Конечно, речь идет о стандартах тех государств, где требования к качеству, надежности, безопасности капитальных объектов не ниже, чем у нас. Рассчитываю, что этот подход найдет свое применение, в том числе в международных турах Дальнего Востока. Хорошим примером сотрудничества с зарубежными партнерами, крупных вложений в стройку, в создание рабочих мест должно стать развитие острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Речь идет о создании здесь крупных логистических комплексов, пунктов пропуска через госграницу, о расширении автодорожной сети. В мае этого года, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику, мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительства отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего 2025 года. Конечно, одним из ключевых вопросов для старта деловых инициатив в обрабатывающей промышленности, в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети во всех сферах и отраслях является снабжение электроэнергией. Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет. Сегодня это 69 миллиардов киловатт-часов в год, а к концу десятилетия прогнозируется 96 миллиардов. При этом уже сейчас некоторые районы, населенные пункты и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии. Вынуждены ждать ввода новых станций, из-за чего сдерживаются строительство, промышленные объекты, инфраструктура. Уже поручил правительство вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Предусмотреть для нее механизмы
проектного финансирования. В рамках этой программы предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке. Прежде всего, за счет ввода в строй новых объектов генерации. Например, таких, как Нижнеозерская ГЭС в Амурской области, которая будет не только снабжать электроэнергией сам регион и восточный полигон железных дорог, но и поможет защитить территории, населенные пункты от паводков. Также прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили. Подчеркну, план развития электроэнергетики должен учитывать как текущие, так и перспективные потребности бизнеса и граждан. Долгосрочные задачи, которые стоят перед нашими субъектами федерации, городами и населенными пунктами. Это в полной мере относится и к укреплению транспортных, логистических возможностей Дальнего Востока, да и всей страны. Здесь самый значимый крупный проект – это, конечно же, расширение восточного полигона железных дорог. За последние 10 лет на Транссибе и БАМе построено более 2000 и модернизировано свыше 5000 километров пути. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реку Рену, Бурею, Селингу. По итогам текущего года провозная способность восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 миллионов тонн. В этом году мы запустили очередной, третий этап развития этой важнейшей транспортной артерии. Работы ведутся, они развернуты. Подчеркну, предстоит не только расшить узкие места магистралей, ввести в строй более 300 объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского, Кадарского тоннеля, а также мост через Амур. Задача гораздо более масштабная. Так, например, на всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути. При этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль. В ближайшие 8 лет на восточном полигоне предстоит уложить 3100 километров железнодорожного полотна. Для сравнения, столько же было уложено в рамках первого и второго этапа расширения БАМа и Транссиба вместе взятых. И столько же в годы строительства БАМа с 1974 по 1984 годы. Словом, сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причем с огромным напряжением сил. Подобно Транссибу, континентальной артерии должен стать новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причем речь не только об увеличении объемов грузоперевозок и повышении качества автомобильного сообщения. Со строительством коридора получит развитие и внутренний туризм. Весь маршрут трассы проходит через десятки регионов Российской Федерации. Коридор развивается поэтапно. В декабре прошлого года открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. В конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска. В дальнейшем, когда современная дорога достигнет Владивостока, автотранспортный коридор будет насчитывать более 10 тысяч километров, включая подъезды к пунктам пропуска через государственную границу России. В этой связи напомню о задаче, которая была поставлена в послании Федеральному собранию, а именно сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта. Это не должно превышать 10 минут. Уже в 2026 году нужно выйти на этот результат на первых 5 пограничных переходах Дальнего Востока. Кстати, на железнодорожных переходах уже сейчас достигнута хорошая динамика по скорости обработки грузов на границе. Подчеркну, и на восточном полигоне железных дорог, и на всех крупных автодорожных объектах России развернута действительно большая работа. В ней задействованы специалисты, инженеры, проектировщики из многих регионов нашей страны. Своим
интенсивным трудом, ответственным подходом к делу они доказывают, что Россия может и готова строить быстро, много и качественно, реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты национального и, в полном смысле этого слова, глобального масштаба. Среди таких проектов развитие Северного морского пути как международного логистического маршрута. За последние 10 лет его грузопоток вырос почти на порядок. Если в 2014 году по Севморпути было перевезено всего 4 миллиона тонн грузов, то в прошлом году уже более 36 миллионов тонн. Это в 5 раз больше рекорда советского времени. Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счет активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с запада на восток за счет увеличения транзита. Масштабный план развития Северного морского пути развернут. Мы строим ледоколы, развиваем спутниковую группировку, укрепляем береговую инфраструктуру, сеть аварийно-спасательных центров. Чтобы раскатать новые логистические маршруты, 2 года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы. Сегодня в этой схеме 14 портов северо-запада, Арктики и Дальнего Востока. Отмечу, что по итогам прошлого года мощность российских портов в границах Севморпути превысила 40 миллионов тонн. Разумеется, считаем, что это только начало, будем и дальше наращивать их возможности, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним. В том числе это позволит нарастить мощности Мурманского транспортного узла до 100 миллионов тонн, а в перспективе, конечно же, и выше. Отмечу, что в развитии Мурманского транспортного узла заинтересованы и наши партнеры по евразийской интеграции. Так, коллеги из Беларуси, о которой я уже вспоминал, предметно рассматривают перспективы развития портовой инфраструктуры и своих терминалов на Кольском полуострове. И мы, конечно, приглашаем к работе в этом проекте другие страны. Знаю, что заинтересованность в этой работе есть. Добавлю, что все крупные транспортные, логистические инициативы России реализуются с привлечением передовых инженерных, цифровых и экологичных решений, что обеспечивает дополнительный спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, на услуги строительной и других отраслей, науки и высокотехнологичного бизнеса. Именно так, на основе самых современных подходов, с учетом качественно возросших технологических, экономических, образовательных возможностей всей страны, необходимо решать задачи стратегического развития Дальнего Востока, включая дальнейшее освоение такой сильной, базовой отрасли региона, как недропользование. Сегодня на Дальнем Востоке добывается весь российский вольфрам, олово, плавиковый шпат и борные руды, 80% алмазов и урана, больше 70% серебра, 60% золота страны. Вместе с тем, в ключевых центрах добычи, в том числе в Якутии и на Чукотке, запасы разрабатываются давно и объективно ограничены. А спрос на полезные ископаемые растет, причем не только на экспорт, но и на нашем внутреннем рынке. Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом, создать основу для производства новых материалов и источников энергии. Причем, как уже сказал, это нужно делать с использованием более эффективных отечественных технологий и научных разработок в сфере экологии и природопользования. На нашем форуме в прошлом году было сформулировано поручение правительству составить отдельные программы изучения недр Дальнего Востока и Сибири, включить их в федеральный проект «Геология. Возрождение легенды». Эти программы готовы. По оценке, каждый рубль государственных средств, вложенных в геологоразведку, привлечет как минимум 10 рублей частных инвестиций. Но самое главное, вложенные средства, безусловно, окупаются, они будут окуплены, обеспечат мощную отдачу, комплексный эффект по всей производственной цепочке.
Но нужно делать эту работу своевременно, понимая горизонт планирования инвестиций. Я прошу правительство в проекте федерального бюджета на предстоящие 3 года заложить финансирование указанных программ в объеме, необходимом для достижения поставленных целей. Повторю, Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. В том числе речь идет о поиске и добыче высокотехнологичного сырья, титана, лития, необия, редкоземельных металлов, которые требуются в экономике будущего. И главное, что все это у нас есть. Потенциал этих индустрий для роста дальневосточных регионов, создания рабочих мест, для повышения доступности различных услуг и сервисов, укрепления связи и логистики огромный. Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных, искусственного интеллекта. В том числе организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Но этого, очевидно, недостаточно для Дальнего Востока. Предлагаю запустить работу еще по нескольким проектам, а именно построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите. Также реализуем строительство второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета, здесь, во Владивостоке. В таких центрах будут созданы все условия для учебы, работы, проживания студентов. Откроются площадки для молодежного предпринимательства и бизнес-клубы. Будем также развивать и университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект и в Мурманске. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы. 2 такие школы на Сахалине и во Владивостоке уже созданы. Их задача не только готовить специалистов для промышленности и сельского хозяйства, транспорта и сферы услуг для использования искусственного интеллекта, но и предлагать оригинальные решения для серийного внедрения в системе управления, в социальной сфере, в отраслях экономики. На острове Русский 2 года успешно действует научно-технический центр компании «Русгидро». Он специализируется на инновационных разработках в сфере глобальной энергетики. Они уже активно применяются в программе технического перевооружения энергетического комплекса Дальнего Востока. Также с участием наших ведущих компаний будет создан еще один крупный инновационный научно-технологический центр на острове Русский, на базе Дальневосточного федерального университета. Его профилем станут изыскания и практические решения в области морской инженерии, биотехнологий, биомедицины и других перспективных направлений. Я прошу коллег из правительства и Приморского края задействовать инструменты дальневосточной концессии для реализации проекта, а также продумать механизмы привлечения в этот центр ученых из других научных центров России, да и из других стран тоже. Имею в виду конкурентоспособные мотивационные программы и социальный пакет для специалистов и членов их семей. Уважаемые коллеги, мы понимаем, успех в реализации наших планов и здесь, на Дальнем Востоке, да и по всей стране, по всей России, зависит прежде всего от людей, от российских семей. Уже не раз говорил, нельзя руководствоваться старой логикой, когда сперва заводы, фабрики, а только потом подумаем о тех, кто трудится на этих предприятиях. Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая строится, буквально строится вокруг человека. Именно поэтому вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке мы развернули и крупные социальные инициативы, запустили механизм единой субсидии. С ее помощью строятся и реконструируются школы и детские сады, поликлиники и больницы, спортивные комплексы. Благоустраивается городская среда, идет обновление инфраструктуры. На сегодняшний день уже построены почти 2000 социальных и инфраструктурных объектов. Единая субсидия стала мощным финансовым рычагом для механизма дальневосточной концессии.
Ее задача – привлечь частные инвестиции в социальные проекты. Бизнес уже запланировал вложение более 120 миллиардов рублей на эти цели. Реализуется 36 таких инициатив. Работа уже идет. Например, здесь, в Приморье, строится круглогодичный горнолыжный курорт. В Улан-Удэ – национальный музей и театр. В Петропавловск-Камчатском появится новый общественный центр. В Хабаровске – художественный музей. В Магадане и Чите возводятся спортивные комплексы, новые спортивные комплексы. Там же, в Чите и Биробиджане, полностью модернизируется городское освещение. Мы, конечно же, будем и дальше поддерживать работу дальневосточной концессии, достраивать ее на потребности граждан и возможности бизнеса. Что хочу подчеркнуть отдельно. Сегодня в рамках государственного частного партнерства по всей стране строятся школы, аэропорты, мосты, автомобильные трассы, обновляется городской транспорт. Однако объем таких проектов еще относительно невелик. Менее 3% ВВП или 4,4 триллиона рублей. Чтобы более интенсивно развивать эту сферу, нужно улучшать профильное законодательство, а также сам механизм работы государственно-частного партнерства. Делать так, чтобы риски для всех сторон и органов власти и бизнеса были прозрачны и распределялись справедливо, в том числе при реализации общественно важных проектов. С учетом имеющегося опыта и наработанной практики по проектам технологического суверенитета, предлагаю корпорации развития ВЭБ выступить в качестве одного из обязательных участников проектов государственно-частного партнерства, чтобы корпорация контролировала систему распределения рисков, поддержала выгоду проекта как для государства, так и для бизнеса. Мы с Игорем Ивановичем говорили на этот счет, и корпорация к этому готова. И при этом, так же, как и в фабрике проектного финансирования, стимулировало бы привлечение частных инвестиций. Я прошу правительство совместно с ВЭБом определить конкретные параметры и масштабы сделок в рамках государственно-частного партнерства, которые должны будут совершаться, как уже сказал, с обязательным участием ВЭБа. Далее. Очень важно, чтобы частные инвестиции привлекались с учетом долгосрочных планов развития отраслей и территорий, а также наших населенных пунктов, городов, поселков для их комплексного развития. Именно для комплексного развития мы активно продвигаем принципиально новый инструмент повышения качества жизни людей. Это так называемые мастер-планы. Многие знают об этом, во всяком случае, наши российские коллеги. Они уже утверждены для 22 административных центров и городских агломераций Дальнего Востока, где проживает более 4 миллионов человек. В том числе такой документ подготовлен для города-спутника Владивостока. Этот мастер-план объединит в одной логике развития целую агломерацию – Владивосток, Артем и Надеждинский район. К его развитию надо приступить уже со следующего 2025 года. В чем специфика, смысл и новый подход в этих мастер-планах? Для этого нужно посмотреть, что было прежде на местном уровне. Экономические и градостроительные службы слабо взаимодействовали. Экономика, бизнес часто развивались сами по себе. Стройка, ЖКХ, социальная инфраструктура отдельно, сама по себе. В итоге получались разбалансированные решения, разбалансированные городские пространства. Сейчас регион и местные администрации провели серию обсуждений с жителями и бизнесом, выявили проблемные точки, определили потенциал по всем направлениям развития своих населенных пунктов. И для каждого города разработали индивидуальную долгосрочную модель. По сути, впервые в рамках одного документа были сведены концепции социально-экономического и пространственного развития. И социально-экономического, и пространственного. С вводом в строй транспортной, жилищно-коммунальной, энергетической и другой инфраструктуры. И, повторю, интегрированная задача здесь – это повышение качества жизни людей. В этом цель. Большая часть мероприятий дальневосточных мастер-планов проектируется, но уже сейчас, можно сказать, 70 объектов будут введены до конца текущего года, а в дальнейшем темпы реализации мастер-планов должны увеличиваться. Чтобы
отметить субъекты Федерации и ведомства, которые наиболее активно продвигаются в этой работе. Министерство по развитию Дальнего Востока составило специальный рейтинг. Лидерами по реализации мастер-планов сейчас являются Сахалинская и Магаданская области, Республика Бурятия, а также Камчатский и Хабаровский края. Я благодарю коллег за набранный темп. Прошу и в дальнейшем его наращивать. При этом отмечу, что мы будем каждый год отслеживать динамику дальневосточных мастер-планов, отмечать лучшие региональные команды и федеральные ведомства, чтобы оставшиеся коллеги брали с них пример, перенимали передовой опыт. Добавлю, что мы приняли решение о дополнительных объемах бюджетных кредитов на реализацию мастер-планов, утвержденных правительством. На эти цели уже выделено 30 миллиардов рублей. Подчеркну, дополнительно. Предлагаю из утвержденного лимита таких кредитов на период с 25 по 30 год целенаправленно выделить 100 миллиардов рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов, то есть сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению. О реализации планов развития городов нельзя забывать и при формировании новых национальных проектов, работа над которыми сейчас находится в завершающей стадии. Более того, необходимо выделить средства на развитие дальневосточных городов в отдельные разделы. В первую очередь в рамках таких нацпроектов, как инфраструктура для жизни, эффективные транспортные системы, семья, продолжительная и активная жизнь, а также молодежь и дети. Что еще здесь важно? Половина расходов мастер-планов дальневосточных городов приходится на внебюджетные источники, то есть на вложения бизнеса, городообразующих предприятий, которые готовы строить поликлиники, детские сады, спортивные центры, прокладывать дороги, обновлять коммунальные сети, восстанавливать памятники культуры и так далее. Как уже сказал, мы обязательно поддержим такие вложения бизнеса. Уверен, что с наращиванием темпов преобразования в городах их доля, безусловно, будет расти, в том числе со стороны стратегических партнеров, крупных предприятий, которые в рамках своих социальных программ активно участвуют в обновлении городов, где развивают свой бизнес. Их результаты, мощности и опыт нужно также задействовать для воплощения в жизнь мастер-планов. Так, стратегические партнеры могут полностью профинансировать создание объекта социальной инфраструктуры в городе, поселке, территории, где реализуются их инвестиционные проекты. А после передачи такого социального объекта муниципалитету или региону получить компенсацию за счет налогов, льгот и иных преференций. Прошу правительства определить параметры такого механизма. Подчеркну, опыт Дальнего Востока станет основой для того, чтобы масштабировать практику мастер-планов. Как было отмечено в послании Федеральному собранию, до 2030 года такие стратегические документы будут подготовлены для 200 населенных пунктов России. То есть мы будем масштабировать 22 населенных пункта сегодня на Дальнем Востоке, 200 по всей стране, включая опорные города, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета России. Далее. Комфортная городская среда и масштабная и социальная инфраструктура масштабная – это неотъемлемая часть современной комплексной жилой застройки. Дальневосточные инвесторы, реализующие такие проекты, имеют право на льготы территории опережающего развития в рамках инструмента «Дальневосточный квартал». Он сейчас проходит обкатку в 7 регионах. С его помощью планируется построить 1 миллион 800 тысяч квадратных метров жилья, где будут жить почти 70 тысяч человек. В целом, отмечу, что за последние 5 лет объем ежегодно построенного жилья на Дальнем Востоке вырос примерно вдвое. Это хороший показатель. По итогам текущего года ожидается 5 миллионов 600 тысяч квадратных метров. Важно, можно сказать, определяющую роль здесь сыграла дальневосточная ипотека. Как вы знаете, мы распространили ее на участников специальной военной операции. Также кредитом под рекордно низкие 2% годовых могут воспользоваться молодые семьи, в которых родители не достигли возраста 36 лет. И кроме того,
получатели дальневосточного гектара, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, учителя и врачи. Такая же ипотека на тех же условиях выдается и в арктических регионах. Мы уже продлили эти программы до конца 2030 года. Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку. Сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в 2% годовых. Добавлю, что с прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в увеличенном размере. Не 450 тысяч рублей, как по всей стране, а 1 миллион рублей. Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 миллион рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом. Отдельно хочу остановиться на очень важных вопросах для семей, для наших граждан, которые живут, что называется, вдали от большой земли, в труднодоступных небольших городах и поселках Дальнего Востока и Арктики. Наша задача – обеспечить регулярное, бесперебойное снабжение этих населенных пунктов, сократить сроки и стоимость доставки грузов. В прошлом году был принят закон о северном завозе. Теперь он планируется централизованно, на федеральном уровне. Его использование координируется на местах в регионах. Перевозка и обслуживание грузов жизнеобеспечения получили приоритет на транспорте. На закупку и доставку северного завоза могут выделяться бюджетные кредиты. Получит развитие и опорная транспортно-логистическая сеть северного завоза, включая автодороги, железнодорожные станции, морские и речные порты и аэропорты. Со следующего года начнет работать единый морской оператор северного завода. Пока в пилотном режиме он будет перевозить грузы на Чукотке. В дальнейшем мы расширим географию его работы на Якутию, Камчатский край, Архангельскую область и Красноярский край. Отдельная тема связана с медицинским обслуживанием граждан, которые живут в труднодоступных регионах, городах и поселках. На Дальнем Востоке есть населенные пункты, до которых можно доехать только по железной дороге. При этом там не хватает специалистов для проведения диспансеризации, профосмотров, оказания медицинской помощи. С сентября этого года в 5 дальневосточных субъектах Федерации, а со следующего года в 8 субъектах начнет курсировать передвижной консультативно-диагностический центр. По сути, этот поезд представляет собой настоящую современную поликлинику и аптеку на колесах с современным оборудованием и врачами-специалистами. Они смогут проводить широкий спектр исследований, консультироваться с коллегами из ведущих научных центров России, использовать технологии искусственного интеллекта для формирования медицинского заключения и, конечно, оказывать профессиональную помощь, доступ к которой необходим всем гражданам страны, независимо от места проживания. Хочу поблагодарить в этой связи компанию РЖД, всех врачей, медсестер, железнодорожников, других специалистов, которые участвуют в этом благородном и таком нужном для людей проектов. Прошу правительство помочь компании обеспечить бесперебойную деятельность этого современного медицинского центра и аптеки на базе поезда. И еще, для укрепления связи между городами и поселками Дальнего Востока будем и дальше развивать местное авиационное сообщение. Как уже говорил, к 2030 году количество пассажиров на внутренних авиарейсах региона должно увеличиться до 4 миллионов в год. Поручил уже правительству утвердить соответствующий план конкретных шагов и мероприятий. Его подготовка, безусловно, затянулась. Прошу оперативно принять все необходимые решения. Конечно, важный вопрос – это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах.
В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время. При этом обращаю внимание, стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелетов на них была доступной для граждан. Ну а если как-то по-другому выглядит ситуация, надо субсидировать тогда нужно. Уважаемые друзья, за последние годы Дальний Восток стал более привлекательным для молодежи, для ребят, которые хотят приобрести интересную профессию, а также для подготовленных специалистов, которые желают проявить себя, свои умения, навыки, опробовать силы в избранном деле. 8 лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи в возрасте от 20 до 24 лет. В том числе сработали наши адресные меры поддержки. Так, в рамках программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были вдвое увеличены единовременные выплаты для педагогов и врачей, которые переезжают работать в села и поселки Дальнего Востока, до 2 миллионов рублей. Для медицинских работников среднего звена до 1 миллиона. Мы уже договорились продлить эти программы до 2030 года и при этом сохранить повышенный двойной дальневосточный коэффициент выплат. Еще одно решение касается программы «Земский работник культуры». Она призвана поддержать сотрудников сельских клубов, домов творчества, библиотек, музыкальных школ, музеев, то есть тех людей, которые, по сути, сберегают наш культурный суверенитет, идентичность, наши традиционные ценности, воспитывают молодых людей. Прошу правительства начать реализацию этой программы с 1 января будущего года. И, конечно, для работников культуры, которые едут в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке, нужно предусмотреть повышенные дальневосточные коэффициенты разовых выплат, а также предусмотреть для них возможность участия в программе дальневосточной ипотеки. Добавлю, что мы обязательно продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны. Стало, безусловно, символом мужества наших солдат и офицеров, которые сокрушили, казалось бы, неприступные вражеские укрепления. Уважаемые коллеги, вся история российского Дальнего Востока – это просто громадного региона, занимающего почти 40% территории страны, написано целеустремленными, смелыми, сильными духом людьми. Они изучали и защищали эти земли, сохраняли традиции коренных народов, открывали новые точки на карте России, строили города, заводы, прокладывали дороги, осваивали месторождения. Наши предки, поднимавшие Дальний Восток, были преданы своему делу и нашему Отечеству, а любовь к родине помогала им ставить по-настоящему значимые, большие цели. Их героизм, самопожертвование и достижения и сегодня вдохновляют на свершение множества наших граждан, множество специалистов, врачей, учителей, работников культуры, о которых я только что говорил, преподавателей вузов, бизнесменов, всех, кто уже работает на Дальнем Востоке или только планирует связать с ним свою жизнь, включая управленцев региональных и муниципальных команд. С 2022 года в регионе работает программа «Муравьев-Амурский» для подготовки кадров на государственную службу. Ее действие расширено и на Арктику. Программа востребована, конкурс высокий, до 80 человек на место. Молодые, амбициозные люди видят, что развитие Дальнего Востока и Арктики – одна из самых интересных и самых перспективных задач, которые стоят перед нашей страной. И мы обязательно продлим программу «Муравьев-Амурский» как минимум до 2030 года. Я повторю, нам вместе, органам власти всех уровней, деловому сообществу, общественным организациям, гражданам предстоит принять
деятельное участие в реализации новых национальных проектов и программ, чтобы они получили широкое дальневосточное измерение, помогли сделать шаг вперед в развитии этого стратегически значимого региона России, в повышении качества жизни людей. И, конечно, мы будем расширять связи Российского Дальнего Востока всей нашей страны с зарубежными партнерами, друзьями, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве. И тем самым будем продолжать укреплять позиции России в мире. Уверен, что все вместе мы, безусловно, добьемся успеха. Благодарю вас за внимание.